Привет! Сегодня у нас очередная новинка от бренда Reteques. Радио, версия V115. Это у нас не первая модель. Есть еще в предыдущем обзоре мы делали на вот такой вот радио. И у него очень много радиоволн. Оно очень мощное даже в сельской местности. И сегодня мы протестируем именно эту модельку. Она подешевле. Цена ее сейчас вы видите в долларах на экране. По приему диапазонов здесь меньше этих частот, но зато сюда установили микрофон, и здесь есть вход под флешку, а значит ее можно использовать без радиостанции как Bluetooth колонку. Давайте посмотрим. Вот ее упаковка. Это внешний вид и расписаны ее параметры. Есть прием AM, FM, SV радио. MP3 плеер, установлен для этого дополнительный супер бас динамик, радио цифровое и сканируется автоматически по радиоволнам. Имеется радио, микрофон, линейный вход и 3 режима записи. Также можно записывать радиостанции прямо на флешку. И в комплекте идет 1000 мАh аккумулятор. Он напоминает, как на старых смартфонах, точнее на старых мобильных телефонах Nokia. В упаковке мы получаем радио. К нему идет шнурок со специальной подставкой, также кабель для зарядки и инструкция. Инструкция без русского языка, есть дополнительно другие языки, но самый понятный для меня это сейчас английский, поэтому если вдруг вы не разберетесь на этих кнопках, здесь все расписано и указаны характеристики. В инструкции перечисляется FM, MW и SW и их частотный диапазон. Также мощность динамика 2 Вт, 1000 мАh аккумулятор и способ зарядки 5 вольт 500 мА. Достав радиостанцию из упаковки, я сразу обратил внимание на вот эту часть на ремешке. Я долго думал, что это может быть. Вот этот выступ, я сначала подумал, может где-то что-то подковырнуть, но подумал, вряд ли это сделано для того, чтобы открывать отсек с аккумуляторами, хотя, попробовать можно. Потом я посмотрел, что здесь есть вот такое вот специальное углубление с прорезью, и оно соответствует этому размеру. Сюда можно вставить и использовать как подставку. Видимо, производитель именно так и думал, чтобы слегка устройство было приподнято, и тем самым звук из заднего воздуха отвода или динамика выходил и не препятствовал воспроизведению звука. Радио совсем небольшое, почти 8 см в высоту, практически 12 в ширину и толщина ровно 2 см. Вес этого радиоприемника 159 грамм. Что должно быть у такого компактного маленького радиоприемника? Это должна быть в первую очередь откидная антенна, она здесь есть. Есть внешний динамик 2-ваттный громкий, с обратной стороны находится специальная вот эта вот система для баса, и здесь у нас имеется все управление с экраном. Экран с подсветкой, с обратной стороны у нас находится съемный аккумулятор. Давайте посмотрим. С собой можно взять их несколько штук или же использовать Powerbank и заряжать в пути. Версия аккумулятора BL5C. Такие аккумуляторы, еще раз напомню, использовались на телефонах Nokia. Внутри есть плюс и минус, так что можно даже использовать какой-то свой внешний источник питания. Это если вдруг понадобится что-то здесь примудрить свое. В инструкции производитель заявляет, что время работы 6 часов от аккумулятора. Подозреваю, что это на средней громкости. Время зарядки 4 часа. На передней части находится 21 кнопка. Кнопка громкости спарена, плюс и минус. Отчетливо слышны нажатия. Над каждой кнопкой есть либо надпись, либо тиснение. Это у нас кнопка питания, переключение режимов, переключение диапазонов между FM и AM, а также отдельный режим SV. Кнопка меню, управление радиостанциями, на которые можно запрограммировать с эффектом памяти. Это настройка памяти по долгому удержанию. Это кнопка записи, это удалить запись. Ну а здесь уже понятно. Вперед-назад и пауза. Сбоку на торце находится разъем для наушников, отдельный линейный вход. С помощью этого входа можно подключить ваш телефон сюда, и звук будет идти отсюда уже. То есть смотреть фильм или послушать музыку. Он будет выполнять роль своего рода колонки. Разъем для microSD с поддержкой до 32 гигабайт и USB для зарядки. Антенна складная и имеет поворотный шарнир.
вращается 360 градусов и имеет жесткую плотность вращения. Если вы установили ее вот в таком состоянии, она никуда не девается. Нужно приложить усилия. Антенна состоит из 6 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последняя, 6-я, является вот этой частью матрешки. На конце находится вот такая вот шашка. Смотрится все красиво и компактно. При запуске нас приветствует экран с подсветкой и надпись Welcome. Мгновенно выходит на последний заданный диапазон, на котором вы остановились. На экране указано, сколько емкость аккумулятора осталось, точнее заряда. Здесь какой канал установлен, то есть какая радиостанция. Если я буду вот так вот переключать и подтверждать, то сверху будет меняться этот режим. Правда, не сразу. Например, вам надо радиостанция номер 12. Ждем некоторое время, и через это время переходит она на эту радиостанцию. Если хотим быстрее, то нажимаем на кнопку Play и сразу переходит на эту частоту. Вверху обозначено, какой диапазон. Если я переключаюсь на другой, то он, соответственно, тоже переключается. Обратите внимание, что диапазон SW находится отдельной кнопкой. Это нужно для того, чтобы переключать режимы на SW. Посмотрите, я нажимаю, появился SW6, 7, и у каждого своя частота. SW8, 9, 1, 2, то есть 9 диапазонов у этого SW. Чтобы в любом диапазоне начать сканирование автоматически принимаемых волн, мы открываем антенну и нажимаем автосканирование. Это я сделал с помощью кнопки Play. То есть я сейчас начинаю сканировать все радиостанции и заставляю их запомнить. Если же я хочу остановиться, я просто нажимаю на Play, мы делаем остановку и переключаться по вот этим вот шагам можем здесь, настроенным радиоволнам. Интересно, что во время поиска, это в принципе разумно, у нас отключается режим громкости, нарисован здесь динамик, как бы без звука. Пока мы сканируем эфир, у нас тишина. Это очень хорошо. Если я какую-то радиостанцию хочу сохранить, например, сейчас вот играет моя любимая радиостанция, допустим, хотя она не играет, потому что в нашей сельской местности этот радиоприемник, ну, очень уж слабоватый, как и другие радиоприемники. Но все-таки я вам покажу, он что-то все-таки словил. Так вот, если я хочу что-то добавить в память, я должен выбрать эту радиостанцию, например, вот эту, и нажимаю и удерживаю кнопку Memory на цифру 5. Нажимаю и держу. До тех пор, пока не начнет мигать вот эти два нолика. И выбираем радиостанцию, например, ячейку, в которой сохранить. Ячейка номер 11. И нажимаю кнопку Play. Выскакивает сообщение «Сохранить». Я говорю «Да». И станция сохранена. Теперь я могу вернуться всегда к этой частоте диапазона сохраненной, нажав на дважды 11. Раз, два, и мы перейдем туда, на эту станцию. 13, а вот наша 11, и мы вернулись сюда. Все быстро и очень удобно. Подсветок кнопок нету, поэтому я считаю, что это определенный минус. Но за такие деньги это хороший вариант. Зато есть подсветка дисплея. Главное, что есть вот эти кнопки большие на ощупь с гравировочкой. И если я не хочу, чтобы случайно нажались какие-то кнопки во время работы, то я могу нажать и удерживать кнопку с надписью «Режим». Нажимаю и удерживаю. Появился замок, и точно так же хочу, например, снять. Теперь я могу нажимать, ничего не работает. Нажимаем и удерживаем, и разблокировались. Можно сказать, прям таки из Китая нам не только прилетел приемник, но и эта композиция по радиостанции. Это у нас частота SW7 15180 МГц. Если же включить радиостанцию FM, то ничего такого не находит, что можно было бы мне включить в нашей местности, потому что нужно прикручивать здесь прям таки антенну, кабель, и будет тогда дополнительно что-то улавливать. А так вот я сканирую, и ничего не находит такого, чтобы можно было сказать, что он в сельской местности ловит. Но зато его плюсом является то, что
Здесь находится карта памяти. Если вот как я сейчас вдруг поехал в местность, где не ловит сигнал или нечего послушать, тогда я, установив флешку, загружаю свои любимые треки или подкасты. Все-таки забираю свои слова назад. Он в селе споймал радіостанцію на FM 100.6 МГц. Чоловічу тінь. Хочу тут зауважити, що чоловіків галимфо зобразило зовсім по-іншому. Кстати, если вы быстро хотите приглушить звук, нажмите на кнопку play. Все, звук выключился. Не нужно ждать, пока мы опустим амплитуду громкости ниже. Максимальная громкость в обозначении в цифрах 32. Пошагово опускается ниже, ниже, ниже до 0. На единичке вот такая громкость. Очень аккуратно работает, тихо. На шестерочке, на десятке. Комфортная регулировка по единицам. Теперь переключаемся на режим считывания данных. Тут у нас прям реально музыкальный плеер. Я просто на флешку скинул музыку, и она сразу же была найдена. Обратите внимание, что на экране показан и битрейт, и MP3, какой формат стоит, и включен ли повтор. И я слышу прям музыку ударная, хорошая. Так, на максимуме подхрипывает. Немного убавлю. Вот 28 на 4 опустил. Отлично. Вот теперь антенну убираем. Используем подставочку. Супер. Если убрать эту подставку, то звук не такой объемный. А если поставить... Отлично. Звук весь на меня идет. Поехали. Отличный, шикарный звук. Давайте, кстати, продемонстрирую, как на пятерочке слышно треки. И даже на единичке. Минимальная громкость вот такая. Теперь паузу ставим. Он нашел все треки, кстати, 90 треков. Следующий. Быстро переключается. Если нужно промотать, то нажимаем и удерживаем. Идет проматывание, вверху об этом свидетельствуют цифры, секунды, но не так быстро, как хотелось бы. Бросаю. Следующий трек. Изначально меню данного приемника на английском языке. Чтобы его изменить и произвести другие настройки, необходимо нажать и удерживать эту кнопку. Переходим в меню и опускаемся сразу в раздел Language. Выбираем, ищем русский и оставляем здесь. Какие здесь еще языки есть, можете посмотреть. Выбираем русский. Опять нажимаем и удерживаем кнопку меню. Настройка сна. Переходим. Здесь у нас есть настройка сна максимально 90. В диапазоне 10 минут. Выбираем 0 и подтверждаем. Возвращаемся в меню. Настройка контрастности. Контрастное регулирование. Максимально 15, но очень больно уж все сливается. Кажется, 10 уже отлично, 5 великолепно. Если на минимум, то тоже в принципе видно. Время подсветки. Здесь есть 5 секунд. Всегда светить, не светить вообще, но неправильно переведено, неисправность. И через 20 секунд тухнуть, через 15, и через 10, и через 5. Оставляем 10 секунд. Опустившись ниже, есть настройка записи. Переходим сюда и выбираем раздел «Премия». То есть это премиальная, самая лучшая запись. Подозреваю, что будет писать в WAV формате. Сейчас мы установим этот режим и дальше протестируем микрофон. Возвращаемся опять. Вернуться к заводским настройкам. Больше здесь ничего нет. Вот, кстати, вокальная запись. Пока внутри я слышу шепот. На 28 нормально. Бас.
Заставляет двигаться, качаться динамик. Давайте теперь проверим микрофон. С звуком разобрались, с меню тоже. Начинаем запись. Для того, чтобы совершить запись, нужно нажать и удержать эту кнопку. Запись начата. Устанавливаем здесь. Помним, что микрофон здесь. Расстояние приблизительно, наверное, 70 сантиметров сейчас. 1, 2, 3, 4, 5. Тестируем сейчас микрофон в радиостанции Retekes, версия V112. Это тестовая запись. Теперь беру в руки 1, 2, 3, 4, 5. Допустим, как диктофон его использую. Да, вот к людям пришел, хочу записать какое-то интервью. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и шепот возле микрофона. 1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? Чтобы остановить, нажимаем кнопку записи. Начато. Устанавливаем здесь. Помним, что микрофон здесь. Расстояние приблизительно, наверное, 70 сантиметров сейчас. 1, 2, 3, 4, 5. Тестируем сейчас микрофон в радиостанции Retekes, версия V112. После того, как вы нажали «Сохранить запись», автоматически начинается ее воспроизведение. Но если вы хотите перейти в режим просмотра записанных ваших файлов из любого режима, то вам необходимо нажать кнопку Rec Files. Нажимаете и удерживаете, и переходите в ваши записи. Здесь. Помним, что микрофон здесь, расстояние... Кажется, микрофон очень чувствительный, думаю, вы тоже это оценили. Если я хочу удалить данный файл, записываемый мной, нажимаю кнопку «Удалить» и держу. И нажимаю «Подтвердить». Перевод, правда, корявый, но тем не менее. Запись была одна, из диктофона меня перекинуло в музыкальный плеер. Если я хочу какую-то композицию удалить, давайте проверим, могу ли я это сделать. Нажимаю «Нет». Композицию не разрешает удалить. Если вы хотите зайти в меню вашего плеера, чтобы там что-то настроить, режим повтора, или может быть выбрать другую композицию, не нажимая вот так вот кнопки, а сразу выбрать из 90 композиций какую-то свою, то тогда вам необходимо нажать и удерживать кнопку play. Мы попадаем в режим управления, и здесь мы можем регулировать. Например, выбрать сюда, и здесь по трекам уже выбирать нужную нам композицию. Давайте выберем эту. Теперь еще раз нажимаю. Здесь у нас есть меню под названием «Режим игры». Полный цикл, один цикл, цикл каталога, то есть повтор или случайная игра. Хорошо отрабатывает динамик свою работу. Еще раз зайдем в меню, переключаемся. Режим звук. Здесь есть природа. Это, судя по всему, аквалайзер. Ходовой, рок, джаз, классический, кантри, сабвуфер. Давайте этот режим попробуем. Устанавливаем звук на 28. Реально низкие частоты, не в ущерб музыке. Аж дребезжит весь корпус. Ну что ж, кажется, мы все изучили, разобрались и пришли к выводу, что он достоин своих денег. Ссылка есть в описании, рад был вам помочь и рассказать все об этой радиостанции. Кабель, аккумулятор, громкость, колонка, флешка, доступная цена, приятный бонус, подставка. Хороший подарок друзьям. Спасибо Сергею, который после обзора забирает этот приемник. Всем хорошего дня, друзья. Пока.